Мелиссу Лусио приговорили к смертной казни за убийство ее двухлетней дочери, хотя вполне возможно, что эта женщина не совершала такого преступления. А вот Эмилия Кар будет жить, ведь ее смертную казнь заменили пожизненным заключением. Сегодня я расскажу вам истории женщин, которых приговорили к смертной казни. А в конце видео вы узнаете самую пугающую и несправедливую историю из всех, что сегодня будут. Приятного просмотра! У меня к вам очень странный вопрос. Вы бы смогли провести 22 года в небольшой комнатушке, в которой есть только кровать, унитаз и рукомойник, при этом не общаясь вообще ни с кем? Ах да, я совсем забыл, вам еще нельзя иметь никаких вещей, включая книги и даже фотографии. Лично я думаю, что в таких условиях и недели не протянуть. А вот Линда Карти находится там с начала 2002 года. Ужасает, не так ли? Но из-за чего она оказалась в столь жутком положении? А все из-за ее обвинения в преступлении. По заверению прокуратуры, Линда была причастна к очень странному и ужасному происшествию, которое произошло в Техасе. Трое неизвестных ворвались в дом молодой семьи, у которой только появился ребенок. Они избили родителей, а после забрали мать и ее ребенка. Позже женщину нашли мертвой в багажнике автомобиля Линды Карти. Ребенок, к счастью, оказался невредим. После проверки комнаты, в которой жила Линда, полицейские обнаружили различные предметы для ухода за детьми, подгузники, детское питание и много чего еще. Не было сомнения, это именно она подстроила похищение. Но убийство матери в планы не входило. Позже оказалось, что женщина просто задохнулась в багажнике, пролежав там 8 часов под палящим солнцем. В феврале 2002 года Линду признали виновной в организации этого страшного преступления и вынесли ей страшный приговор – смертная казнь. Однако не все было так очевидно, как могло бы быть. Лично мне кажется, что Линда Карти невиновна в этом преступлении. И вот почему. Дело в том, что начиная с самых первых интервью женщина опровергала свою причастность к этому происшествию. И ее аргументы, надо сказать, звучали вполне логично. Женщина говорила, что если бы она захотела завести ребенка, она бы это и сделала, а похищать новорожденного грудничка для нее не имело никакого смысла. Помимо этого была еще одна странная несостыковка. Дело в том, что все свидетели на допросе и в полиции с самого начала давали совершенно другие показания. А вот в суде они говорили уже подходящие для обвинителей вещи, так и еще и умалчивали некоторые моменты. На это указал адвокат женщины, предоставив в суде запись того допроса. Однако суд не принимает эти доказательства. Вопрос – почему же? На него также можно вполне логично ответить. Дело в том, что в то время, когда было совершено преступление, в штате проходили выборы. А чтобы заполучить власть, кандидат должен упорно бороться с преступностью, не показывая слабину. Эту позицию выражает и адвокат, и сама Линда, и даже ее родственники. Однако все апелляции по этому делу отклоняются. Так что женщина уже целых 22 года живет в камере смертников в одной из тюрем США. И лично меня поражает то, как она до сих пор не сошла с ума. А как вы думаете, виновна ли Линда в этом преступлении? Еще одна несправедливая история, из-за которой женщину приговорили к смертной казни. Но самое страшное тут, как по мне, то, что даже родная мать отвернулась от Шоны Форд. Лишь ее дочь, которой было 17 лет на момент вынесения приговора, продолжает писать письма. Но что совершила эта женщина и почему я назвал эту историю несправедливой? Сейчас я вам все расскажу. В штате Аризона, недалеко от границы с Мексикой, случилось нечто страшное. Вообще, местные жители в этом районе всячески препятствуют тому, чтобы на территорию Америки попадали нелегальные мигранты. И вот одна из вооруженных группировок, которая действовала в этом районе, совершила громкое преступление. Они расправились над одной мексиканской семьей, и во время расследования этого происшествия полиция вышла на след Шоны Форд. Ее обвинили в организации этого преступления. Следствие считает, что именно она направила бандитов к дому самой обычной семьи, сообщив, что они занимаются производством и распространением наркотиков. А все местные жители изо всех сил противодействуют этой напасти.
Во время нападения погибла 9-летняя дочка и ее отец. Злоумышленники стреляли им в голову, а вот мать ребенка осталась жива, ей попали в ногу. В ту злополучную ночь она смогла позвонить в полицию и передать ей важную информацию. По заверению женщины, нападавших было 4 или больше. Среди них была женщина низкого роста с каштановыми волосами. И это описание вполне подходило под внешность Шоны Форд, которая была известна своим противодействием мигрантам. И эту информацию отчетливо слышно во время звонка пострадавшей в полицию, запись которой, к счастью, была сохранена. 911, where's your emergency? Ma'am, somebody just came in and shot my daughter and my husband. They shot them? And where were they shot? In the head. In the head. Are they still there, the people who are there that shot them? They're coming back in. They're coming back in. Get the fuck out of here. Let me know. Are you okay? How many people were there? I don't know, ma'am. And did it sound like males were talking? There was a male and there was a shorter, fat woman. Okay, now the woman, what did she look like? Was she a Hispanic female? No, she was a white, She was short white? woman. Okay. Во время расследования этого дела было открыто много страшных тайн. И это опять тот случай, когда я могу сказать, что женщина, которую осудили на смертную казнь, может быть невиновна. Дело в том, что после нападения недалеко от этого дома обнаружили револьвер «Магнум», из которого, вероятно, и расстреляли семью мексиканцев. А позже в телефоне одного из убийц обнаружили фотографии обнаженной женщины, которая держит в руках тот самый пистолет. Но это была не Шона Форд. Адвокат подсудимой считает, что ее буквально не было в тот момент на месте преступления. А все это дело было сфабриковано на одном лишь сообщении от свидетеля, который даже не смог опознать в женщине убийцу. В любом случае, апелляции по этому делу по-прежнему отклоняются. Так что остается лишь один вопрос: кто все-таки реально виновен в этих страшных убийствах? Сама Шона Форд считает, что все это происходит из-за ужасной судебной системы Америки. Ведь дела на смертную казнь заключенных почти никогда не пересматриваются. А значит, даже если кто-то решит подставить эту бедную женщину, то он никогда не будет наказан. Вообще меня поражает то, какая ужасная статистика прослеживается относительно смертной казни в Америке. Всего 6 женщин смогло избежать наказания, начиная с 1976 года. А еще я нашел информацию о том, что большинство смертных приговоров для женщин проводили при помощи инъекции. Такой приговор, кстати, вынесли и предыдущим 2 женщинам. Пугает, не так ли? А еще большинство из таких женщин до своего преступления жили в очень бедных семьях. Как раз так и жила Мелисса Лусио. Эта женщина употребляла наркотики, вела не самый лучший образ жизни, а еще у нее было 13 детей и очень сплоченная семья. И ее приговорили к смертной казни. Грустно, согласитесь. Но за что столь суровое наказание? Полиция считает, что Мелисса издевалась над своей маленькой 2-летней дочерью, из-за чего та умерла. 17 февраля 2007 года в больницу поступил страшный звонок. Маленькая девочка лежала без сознания, ни на что не реагировала и даже не дышала. В принципе, столь суровый приговор мог быть оправдан, если бы не было никаких проблем в этом деле. Главный вопрос, который стоял перед следователем, заключался в том, умерла ли девочка из-за издевательств матери. И полиция решила, что так оно и было, из-за того, что нашла в анализах женщины наркотические вещества. В этой истории важно учитывать тот факт, что семья Мелиссы была очень сплоченная. Дети просто обожали свою мать, и она своих детей. Да, у матери был недостаток, и она его признает, но она никогда не желала зла своей дочке. И этот факт подтверждают остальные дети и даже сестра Мелиссы. Все это дело оказалось на самом деле крайне несправедливым. Дело в том, что за несколько дней до смерти девочки большая семья переезжала с одного места жительства на другое. И по заверению братьев и сестер погибшей, в тот день она упала с лестницы и ударилась головой. Защита считает, что это и могло стать причиной смерти. Тут встает вопрос, а почему мать тогда не обратилась за помощью в больницу? А я вам напомню, что семья Мелиссы была очень бедной, и из-за этого простой поход к врачу мог стать большой финансовой проблемой для нее.
К сожалению, суд никак не хочет принимать во внимание этот факт, и все апелляции женщины были отклонены. Лишь попытка обратиться в Верховный суд увенчалась успехом, но интервью с Мелиссой, которое я нашел для вас, записано еще до этого момента. Душераздирающее зрелище. On death row, I've been here going on 9 years. On August 12th will be 9 years. Did you ever think that something like this would happen to you? Oh, no. Do you feel that you stood a chance when the trial happened? Oh, no. I have one appeal left, so that means my last appeal will go into the U.S. Supreme Court. So that'll be my last resort. And if I get denied there, then I get an execution date. Are you scared? I wouldn't say I'm scared. I just feel for my children. Not being able to say goodbye to them if this does happen. Но, к сожалению, не все женщины, которых приговорили к смертной казни, являются невиновными. Я нашел очень страшную и поразительную историю Кэрри Линн Далтон. И нет никаких сомнений в том, что этот человек виновен в преступлении. Женщину обвиняют в убийстве и пытках человека. Она вместе со своими подельниками, еще 3 мужчинами, убила женщину. И сделала это просто ужасно. На месте происшествия были найдены улики, указывающие на произошедшее. Там нашли чугунную сковороду, нож и шприц, наполненный аккумуляторной кислотой. Свидетель, который заподозрил что-то неладное, когда пришел к дому, обнаружил, что на земле лежала кожа с головы с волосами. Судя по всему, преступники сначала издевались над жертвой, снимали скальп, а после убили. Они сделали инъекцию из шприца, в котором, как я уже говорил, обнаружили аккумуляторную кислоту. Всех участников того ужаса обнаружили. Мужчины утверждали, что на такой шаг их подбила именно Кэрри Линн Далтон. Преступники стали сотрудничать с правоохранительными органами, из-за чего им удалось избежать смертной казни. А вот Далтон вынесли именно такой приговор. И самое страшное, что до сих пор, спустя 29 лет, этот приговор не был исполнен. Хотя женщина сама признала вину. Вообще, весь наш мир очень несправедлив. Ведь кого-то могут осудить за преступление, которого он не совершал. Или даже приговорить к смертной казни за смерть ребенка, которая, скорее всего, наступила из-за несчастного случая. А кто-то просто взял, убил человека и остался жив, ведь ему отменили смертный приговор. И я сейчас рассказываю про Эмилию Кар. Главное, не перепутайте с известной актрисой Эмилией Кларк. Все-таки очень созвучны эти имена. Так вот, Эмилия жила в бедной семье, и в детстве над ней постоянно издевались. Все это могло привести к неким психологическим отклонениям, а они, в свою очередь, способствовали совершить преступление. Эмилия влюбилась в мужчину, которого звали Джошуа. Он, в свою очередь, был женат на Хизер Стронг. В общем, образовался любовный треугольник. Хизер была отличной девушкой, которая терпела напасти своего возлюбленного. По заверению семьи, Джошуа часто избивал свою жену и даже издевался над ней. В один момент Хизер Стронг пропала, и лишь спустя несколько дней после того, как ее объявили в розыск, ее нашли убитой. Судмедэкспертиза показала, что смерть была довольно ужасной, а расследование указало, что это убийство совершила Эмилия. Как оказалось, женщина обманным путем выманила Хизер Стронг в отдаленное место. Там она попыталась задушить девушку пластиковым пакетом и свернуть ей шею, чтобы та быстро умерла. Но сделать этого не удалось, так что Эмилия привязала ее к компьютерному стулу. И в результате этого Хизер Стронг умерла из-за асфиксии. Жутко, не так ли? Но самое страшное, как по мне, было дальше. Защита Эмилии говорила о том, что на подобное преступление ее подговорил тот самый парень, в которого она влюбилась, Джошуа. И, как оказалось, это была отчасти правда. Они вдвоем планировали убить Хизер Стронг, а после скрыться и жить вместе. Зачем для этого было убивать человека, я честно не понимаю. А еще Эмилия была беременна в момент совершения преступления.
И спустя 2 месяца после того, как ее заключили под стражу, она родила ребенка. Он, кстати, был именно от Джошуа. Страшная участь бедного малыша. Ведь он точно будет расти без матери и отца. Почему я в этом так уверен? Да потому, что в суде им уже вынесли приговор. Джошуа оказался виновным в покушении на убийство. Ему предъявили 2 пожизненных срока без права на освобождение. А вот Эмилию ждала участь куда хуже. Ее, как вы могли догадаться, приговорили к смертной казни через инъекцию. Но почему тогда в самом начале этой истории я говорила о несправедливости? Дело в том, что позже, благодаря апелляциям, Эмилии Кар было изменено наказание. Его просто заменили на пожизненное заключение. Лично я считаю, что это крайне несправедливый случай. Достаточно вспомнить предыдущие случаи с Линдой Карти, Шоной Форд или Мелиссой Лусио. Все эти женщины до сих пор сидят в камере для смертников, хотя они вполне возможно даже не совершали этих преступлений. Лично мне больше всего обидно за Мелиссу. Это та наркозависимая, у которой 13 детей. И да, с нее до сих пор не сняли смертный приговор, и она по-прежнему находится под следствием. А вот убийца, который 100% унес чью-то жизнь, будет жить. А как вы считаете, виновны ли женщины, о которых я сегодня вам рассказал? Пишите в комментариях. Сегодня я вам рассказал поразительные истории из жизни женщин, которые были приговорены к смертной казни. Кто-то из них, скорее всего, невиновен, а кто-то совершил кровожадное убийство как настоящий профессионал. А знаете, где еще нужны профи? В нашей команде. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram-бота, ссылка в описании. И спасибо вам за просмотр.